Всем привет, с вами снова Жека и канал The Happiness Project. Сейчас мы находимся недалеко от города Славянск, на Голубых озерах. Здесь очень красивая природа, сосны, свежий воздух, просто кайф. Тут находится детский кемпинг изучения английского языка, который называется Лалавуд, организатором которого является один мой хороший друг. И тема сегодняшнего выпуска будет о том, как изучать английский язык, который относится к 7-му компоненту счастья – цели и достижения. И в первой части видео мы обсудим, зачем вообще изучать английский язык. Во второй части видео поговорим о том, какие препятствия на пути к его изучению. И в завершении я поделюсь личным опытом и советами, которые лично мне помогли выучить английский язык. После школы на протяжении 13 лет я время от времени изучал английский язык, но он оставался на одном и том же уровне – pre-intermediate. И только в 2016 году я начал его правильно изучать, и в 2017 я поднял его до уровня Advanced, и с тех пор мой уровень не опускался. Поэтому я решил записать это видео, поделиться с тобой опытом, для того, чтобы ты наконец-то начал говорить на самом популярном языке на планете Земля. Мне кажется, самое первое, с чем стоит определиться человеку, который хочет выучить английский язык, это ответить на вопрос, какая моя цель изучения английского языка. Изучать иностранный язык для того, чтобы его просто знать, мотивация так себе. Тут должны быть более веские причины, для чего тебе английский язык. Существует очень много причин, по которым стоит знать английский язык. Во-первых, изучая новый язык, ты изучаешь новую культуру и смотришь на мир по-новому, что помогает развитию твоего мировоззрения. Во-вторых, изучая английский язык, ты можешь расширить круг своих друзей, так как на нем говорит больше 1 миллиарда человек во всем мире. Третье, я думаю, мы все уже давно заметили, как он нужен во время путешествий. И в большинстве стран на английском языке свободно говорят. Следующая причина – знание английского повысит твою стоимость на рынке труда, так как специалисты со знанием английского оцениваются намного выше, чем те, которые его не знают. Пятое, изучение английского языка помогает развивать память и мышление, что помогает тебе в других областях быть более успешным. Следующий аргумент – английский язык открывает тебе двери в более насыщенный мир знаний, так как самые великие произведения, а также последние научные исследования опубликованы на английском языке. Некоторые из них не скоро будут переведены на русский язык, а некоторые вообще никогда. И заключительный аргумент – знание английского языка дает тебе возможность работать, а также обучаться на международном уровне. Список преимуществ знания английского языка на этом не заканчивается, но каждый должен определить для себя самую главную мотивацию. Если у тебя нет цели, для чего ты учишься, то ты будешь пожизненным студентом английского языка, и твой уровень выше intermediate никогда не поднимется. Я всю жизнь изучал английский просто так, для того, чтобы его знать, и мои знания оставались на одном уровне более 10 лет. Но когда я конкретно определил цель, что я хочу работать в международной компании, моя мотивация повысилась, и я менее чем за год поднял свой уровень до Advanced. Поэтому, если ты хочешь наконец-то выучить английский язык, задай себе вопрос: какая моя самая главная мотивирующая цель, для которой я хочу выучить английский язык, и когда я хочу ее достичь? Not at all. It depends on which anime you watch.
Лично я столкнулся с большим количеством препятствий, начиная с внутренних и заканчивая внешними. Но давай обо всем по порядку. И самое первое препятствие, с которым люди чаще всего сталкиваются не только при изучении языка, но при достижении любой цели, это лень. Что вообще такое лень? Лень возникает в случае отсутствия энергии, смысла или мотивации. Если ты хорошо спишь, правильно питаешься и ведешь активный образ жизни, задай себе вопрос, куда уходит моя энергия? Может быть, ты злоупотребляешь алкоголем, а может быть, социальными сетями, которые забирают огромное количество энергии и времени. А может быть, ты жить не можешь без кофе или сладкого, и вследствие чего у тебя возникают перепады энергии и настроения. Именно из-за этих вышеперечисленных стимуляторов дофамина и возникает лень, потому что изучать английский язык намного сложнее, чем открыть Инстаграм или скушать что-то сладенькое. Если ты себя считаешь независимым человеком от всего, что я перечислил, то, возможно, лень возникает потому, что ты не видишь смысла в изучении английского языка. А если мы в чем-то не видим смысл, то вследствие этого у нас и не будет мотивации. Поэтому нужно найти тот смысл, который у тебя будет вызывать нереальные эмоции, вследствие чего и появится мотивация. Второе препятствие – надежда на быстрый результат. Я сам попадался в эту ловушку и думал, что английский можно выучить за 3 месяца. На самом деле за 3 месяца ежедневной практики по 2-3 часа может повысить твой уровень всего лишь на 1 ступень. Следующее самое распространенное препятствие – это страх допустить ошибку. На самом деле страх ошибок обусловлен нашей неэффективной системой образования, где допускать ошибки категорически запрещается. Если ты допустишь ошибку, то ты будешь наказан. Вот мы и боимся говорить на английском, потому что боимся допустить ошибку и выглядеть при этом глупо. Но на самом деле научиться ты сможешь только с помощью ошибок. И если ты позволишь себе ошибаться, то только тогда ты сможешь ускорить процесс своего обучения и достижения своей цели. Ну что, давайте теперь поговорим о том, какие самые важные компоненты изучения английского языка. И самый первый – это регулярность и интенсивность. Только с помощью регулярного изучения и применения английского языка можно на нем начать свободно говорить. А если заниматься английским 1 или 2 раза в неделю, ты никогда не повысишь свой уровень. А вот если заниматься по 5, по 6 раз в неделю и по 2 или 3 часа в день, вот тогда можно добиться успеха. И я сейчас имею в виду не по 5, по 6 уроков в неделю. Достаточно всего лишь 2 урока в неделю, 2 разговорных клуба и 2 дня заниматься индивидуально, например, выполнять домашние задания, смотреть фильмы или читать книжки. Следующий совет – регулярное изучение слов. В английском языке около 8000 слов, и для комфортного общения нужно знать как минимум 3000 слов. Если изучать по 10 слов в день, то ровно через год ты будешь знать как раз немного более 3000 слов. Следующий очень важный совет – окружи себя английским. То есть сделай так, чтобы английский был все время вокруг тебя. Например, поменяй настройки в телефоне на английском, смотри фильмы на английском, запросы в гугле делай тоже на английском. И читай статьи в интернете только на английском. Начни читать простые книжки на английском. И можно поехать вот в такой англоязычный кемпинг, где все время изучают и используют английский. Следующий совет, которым мало кто пользуется – заниматься минимум с 2 преподавателями и менять их регулярно. Я очень люблю своих преподавателей и благодарен каждому из них, но я заметил, мой прогресс был намного больше, когда я их регулярно менял. Таким образом можно учиться понемногу у каждого из них и знакомиться и общаться с новыми людьми. Следующий очень важный совет – поставь себе сроки. Потому что цель без срока – это всего лишь желание. 6-й совет – визуализировать достигнутую цель. Для меня практика визуализации – это какое-то невероятное чудо, которое работает безотказно. Я, например, изучал английский для того, чтобы найти работу в Европе и визуализировал себе коллектив, в
котором я свободно общаюсь на английском и где все улыбаются и очень позитивная атмосфера. И что вы думаете, я попал в одну из самых позитивных стран Европы, в Ирландию, и атмосфера в офисе на 95% соответствовала с той, с которой я визуализировал. У меня первые 2 недели были мурашки по телу. И завершающий совет – это сделать изучение языка самой главной целью на протяжении минимум 1 года. Если ты хочешь добиться какой-то цели, и если ты ее сделаешь самым главным приоритетом в своей жизни, то только тогда ты сможешь ее неизбежно достичь. Вот и подходит к концу моя поездка, так же как и сегодняшнее видео. Если тебе понравился этот выпуск, не забудь поставить лайк и подписаться. А если кто-то захочет отправить своего ребенка в кемпинг Лала-Вуд, то все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Лично мне тут все очень понравилось, а дети вообще в восторге. Вот послушайте, что они говорят по этому поводу. Меня зовут Марго. Мне нравится то, что тут у нас очень активный отдых. Мы катаемся на каноэ, стреляем из луков, с утра у нас зарядка, играем в активные игры, купаемся в озере. Потому что тут очень круто, весело. Тут мы изучаем английский язык. Что касается английского языка, то изучить его можно только с помощью интенсивного изучения и применения. И чтобы не потерять свой уровень, его все время нужно практиковать. Общаться на английском языке, читать и переписываться. Есть даже такая крылатая фраза про английский «use it or lose it», что в переводе означает «используй или потеряешь его». И эта фраза актуальна не только по отношению к английскому, но и к мозгу. Так как если мы не будем использовать свой мозг и развиваться, то мы можем его потерять. Мне было очень приятно, что вы провели это время со мной. Надеюсь, это взаимно. Пришло время прощаться. Ставьте цели, достигайте их и получайте от этого удовольствие. Увидимся в следующий вторник. Пока.